Настало время, когда человек просто обязан приобрести новые свойства и качества, иммунитет, сферу защиты и безопасности более совершенного и высокого порядка. Даже компании, фирмы, которые не будут повышать уровень развития своих команд, сотрудников, уйдут с рынка или станут полностью захвачены системой, искусственным интеллектом, где люди, в том смысле, в котором мы привыкли понимать, вымрут. Почему так? Не успел утихнуть коронавирус, как на смену ему приходит еще более опасный вирус, и вся социальная система начинает еще в большей степени ограничивать и контролировать людей. Вводятся в буквальном смысле принудительные процедуры, которые обязан выполнить каждый человек. В противном случае ограничение и недопуск практически во всех социальных сферах жизни. Помимо этого, параллельно в большинстве стран мира вводится цифровая валюта Национального банка CBDC, некая биовалюта, которая отмеряет каждому человеку столько финансов на определенный срок и на те нужды, на которые, как сочтет искусственный интеллект, ему будет наиболее полезно и необходимо. Готовы ли люди к таким нововведениям? Смогут ли ваши сотрудники, ваша компания вписаться в эти процессы и не понижать, а повышать свою эффективность и результативность? Если перечислять еще перемены не самого положительного характера, которые входят в нашу жизнь, то будет понятно, что нужно торопиться, трудиться, приобретать новые способности и раскрывать тот глубинный потенциал, который находится внутри нас. Система Вячеслава Михайловича Бронникова «Информационное развитие человека» изначально призвана составить конкуренцию искусственному интеллекту. И есть цитата автора: «Твое успешное будущее может быть только в одном случае, если ты сможешь составить конкуренцию роботам». Специально для этого был разработан специальный инструмент – психобиокомпьютер, новое свойство мозга человека, которое в своем потенциале превосходит любой самый современный компьютер. Для овладения данным инструментом нужно иметь высокий уровень энергетики или, другими словами, биополя, как некоего питания для психобиокомпьютера. Этому всему мы обучаемся на базовой первой ступени за счет простых упражнений, которые способен выполнять даже ребенок, так как это естественные функции нашего организма. То есть человек за счет более широкой осознанности, чувствительности, объема восприятия, позиции наблюдателя перестает уставать, болеть, паниковать. Повышается работоспособность, интеллект количественный и эмоциональный, интуиция, искусство общения, нахождение общего языка и подхода к любому человеку. Даже от одного соприкосновения с системой информационное развитие человека повышаются вибрации, идет сонастройка с энергиями и информацией нового мира, который вот-вот наступит и в который впишутся именно такие люди с более высокой резонансной частотой и новым мировоззрением. Следовательно, у сотрудника, прошедшего наше обучение и применяющего наши технологии, повышается иммунитет к любым вирусам, в том числе от негативного влияния вакцин, если в них такое будет. 5G вышки, искусственный интеллект, агрессия и опасность социальной среды не смогут захватить, вывести из себя и затормозить такого человека. Наоборот, он будет становиться все более совершенным благодаря внешним влияниям, и он сможет привносить новую креативность, эффективность, новизну в новых реалиях.